Какие они? Каменные истуканы острова Пасхи, которых местные жители Рапа-Нуи называют Муаи. Вот они обычно размер где-то 5-7 метров высотой. Средний размер. 5-7 метров для сравнения. Это примерно как 2-3, где-то примерно 2 этажа. Это как двухэтажный дом размером. Самый большой истукан острова Пасхи 22 метра высотой. Ну, представьте, если четырехэтажное здание, где-то примерно 15 метров, то какой огромный этот самый истукан. И этот истукан, самый большой, весит 300 тонн. Более того, на истуканов острова Пасхи надеты шапки, красные шапки. Вот именно красного цвета, цвета глины, такой красной глины. Вот эти шапки одеты на них. Причем они одеты, они не зафиксированы каким-то образом. Эта шапка, средний вес шапки 10 тонн, господа. 10 тонн – это огромный размер. Вот, например, какой-либо джип весит 2 тонны. А вы представляете, 10 тонн стоит на голове у истукана. При этом сделана небольшая ямка в этой шапке. И эта шапка вот просто каким-то образом накладывалась и сидела на голове. Кроме того, я хочу сказать, что вот эти истуканы стоят не просто где-либо. Их никто никакими штырями, этих огромных истуканов, не вмолачивал, не вколачивал в землю. Нет. Они стоят на постаментах. Эти постаменты на рапануйском языке называются аху. Аху представляет собой весьма интересную конструкцию. Они сделаны из мегалитических плит, то есть большие толстые плиты. Они подогнаны так, что между ними даже не просунешь ножа. И вот на этих аху, вот, которые представляют собой такую платформу, и которая сделана для многих истуканов сразу, например, 15, 20, 30 истуканов, вот в них внутри находятся весьма любопытные камни. Вот внутри есть такие выемки, вот такие в виде сустава. И внутри вот этого сустава, вот они огромные, вот представляете, вот если 7-метровый истукан, вот для него сделана, так сказать, выемка вот такого огромного размера. И вот в этой выемке находится еще один камень, который представляет собой как бы вот полушар. И вот он сделан вот таким вот образом. То есть это как сустав, как человеческий сустав, как вот тазобедренный какой-либо сустав. И вот на этом суставе, на этом полушаровидном камне стоит истукан. Вы представляете, истукан не находится в зафиксированном положении. Он находится внутри какого-то вот типа сустава, то есть в эту сторону повернешь, в эту сторону он может качаться. То есть это как бы какой-то Ванька-встанька. И никаких фиксирующих моментов нет. Как стоял истукан весом 300 тонн, например, на таком полушаровидном основании. Полушаровидном основании, которое стоит на суставе, и которое сделано именно так, что он упадет в любую сторону. Более того, мы измерили очень большое количество истуканов острова Пасхи. Мы изучили их, как бы говоря, анатомию. Сразу скажу, что
неразрушенных истуканов на острове Пасхи 887. И вот мы измерили большое количество истуканов и пришли к такому выводу. У истукана, вы посмотрите, вот такое лицо, оно которое подалось вперед, страшное лицо с большими ушами. К этому лицу, значит, приставлены глаза. Глаза всегда отделяются у истуканов. Они сделаны из какого-то материала типа фарфора. И вот этот материал типа фарфора, он был прилеплен вот к этим глазницам, которые были вырезаны на лице истукана. А в центре сделан зрачок, который сделан из какого-то красного материала. Красный материал по типу кирпича, похожий на тот, из которого сделаны шапки истуканов. И вот эти глаза, они потом местные жители, конечно, старались содрать, потому что они их очень боялись. Это очень страшный взгляд. Понимаете? Похоже что-то на смерть. И вот это вот лицо, потом, значит, вот так вот приложенные к телу руки до пояса, живот, который подан вот так вперед, и спина изогнута вперед. Получается, если поставить истукана, то он обязательно упадет вперед. То есть центр тяжести, значит, особенно если шапку одеть, 10 тонн шапка, естественно, будет впереди. И любой истукан, он не в состоянии держаться в этом положении, тем более полушаровидная основа. Понимаете, он обязательно упадет вперед. Сейчас на острове Пасхи все истуканы упали. Нет ни одного стоячего истукана. Все они упали лицом вниз. А шапки валяются, они укатились еще на какое-то расстояние вперед. Вот эти 10-тонные шапки. И вот, вы знаете, мне показалось весьма любопытным. Почему же сделано так? Почему же эти истуканы столь неустойчивы? Так это же самый натуральный Ванька-встанька, которого туда-сюда води, и он никуда, он стоит на одном месте. Какая же сила их удерживает? Я спрашивал местных жителей, и особенно у знатока местных легенд старика Папакику, какая сила удерживает истуканов, когда мы все это дело выявили? Он ответил прямо: эта сила называется ману. Я говорю, как ману? Это каменная сила. Камень – это живое существо. И каменная сила удерживает истуканов в этом положении. И вот старик Папакико рассказал, что истуканы острова Пасхи упали в основном 800 лет назад, не так давно они упали. Последний истукан, как они рассказывали, упал в 1840 году, не так давно. А так истуканы стояли на своих аху, мотались из стороны в сторону, наклонялись вперед-назад с этими красными шапками и, значит, светились разными цветами. Их свечение начиналось с синего цвета, потом шел желтый цвет, потом шел красный цвет, потом шел зеленый цвет. Они светились разными цветами, а их шапка светилась красным цветом. И глаза, вот эти белые фарфоровые глаза, светились красным цветом. И они излучали какую-то энергию. Они вертелись на своих аху. Потом истуканы, как явствует из рапануйских легенд, спрыгивали с этих аху и ходили по острову. Ну, видимо, левитировали. Объясняют они как бы вот так вот прыжками, или вот еще один путь передвижения, как они объясняют, потому что 1840 год, это люди помнят, в общем-то, старики. Они ходили как бы вот в перевалку. И они ходили по острову в основном строем. И вот мы видели
истуканов, где 14 истуканов лежали гуськом. Вот была отключена вот эта энергия, каменная сила, называемая ману, и все 14, которые шли гуськом друг за другом, они упали. Красные шапки укатились не весь куда, и они лежат до сих пор.